Всем привет! Находимся в Тверской области на сдаче нашего объекта под названием Зимовье. Это дом-баня площадью 100 квадратных метров из кедра, срублен в канадскую чашку с верхним затесом. Технология скрайбинг завешиванием, диаметры 40, 42, 44 сантиметра по вершине. Но сборка сруба, то есть сборка сруба завершена. С крышами пока еще не делаем, хотя следующие объекты, то есть сейчас мы уже беремся за крыши, то есть будет более готовый вариант. Будем представлять вашему вниманию, так что я думаю, даже будет поинтересней. Ну, сейчас пока обзор только лишь сруба, особенностей, строения, какие-то интересные моменты покажу, расскажу. Ну, в общем, погнали. Одна из самых главных особенностей этого дома – это косая стена. То есть не просто у нас дом квадратный или прямоугольный, или же даже восьмигранный. То есть здесь часть восьмигранника привнесена в прямоугольник. И происходит наложение, то есть происходит нестандартная срубовая ситуация, где у нас не просто два венца, два идут бревна так, потом два так прирубаются. То есть формируются холки, все просто, все стандартно, все грамотно рубится. Здесь у нас добавлена еще одна стена в направлении, и венец уже получается, весь венец в этом месте в одном уровне находится. То есть холок нету, не к чему прирубать. Соответственно, приходится мудрить. И кедр в этом плане хорошо помог нам. То есть у него большая сбежность, то есть морковистость вот эта вот, что позволяет играть комель вершины холками вот этими приростами и набирать. То есть подбирая бревна, мы компенсируем где-то что-то, какие-то остатки, какие-то холки и врубаем. Вот. И мало того, что эти трубы, вот чашки, они такие длинные, как бы повдоль. То есть еще и в каждой чашке у нас есть шип усиления. Вот. И если мастер, допустим, неопытный, не рубил этого никогда, то лучше это не внедрять. Ну, прежде всего, конечно, это обуславливается у нас формой участка, такая конфигурация сруба. То есть здесь у нас берег, такой немножко скошенный, и уже под него был спроектирован данный дом. Следующая особенность у нас это длинномер. Длинномеров здесь 6 штук, вот слеги, конь, на входной группе один лежит. То есть длинномер это, конечно, всегда круто. Всегда большие пространства он позволяет делать, без всяких вот дополнительных перемычек, простенков и так далее. Вот здесь у нас диаметры 42-44 примерно, не меньше. Также все срублены с курдюками, с затесами. Ну, плюс еще фактурные, плюс еще и расклешенные. То есть, ну, конечно, их не просто добывать, никто не хочет вести, все требуют хорошие деньги за это.
Вот. Ну, у нас получилось, что он был, в принципе, в наличии. И когда проектировали, рубили этот дом, вот, заказчик попросил, говорит, ну, можно тут переиграть маленько, чтобы у нас здесь пространство было одно. Вот, выносы были большие, плюс еще входная группа на улице тоже была как бы длинная, то есть добавили еще козырек дополнительный на входе. Вот. То есть несколько столбов, перекрывная вот эта обвязочная балка 9-метровая. Вот, ну, сделали, в принципе, не пожалели. Потом, когда сруб заиграл, мы это все увидели, смотрим, ну, дай бог, красиво получилось. Ну и начнем обзор с планировки, с входной группы. Здесь у нас Сапсан, ферма Постенбим. Заходим. Лавочка. Лавочка выходит из бревна, как я уже рассказывал в прошлом году в летнем ролике, как ее правильно прирубить, чтобы она не обломилась. Кому интересно, может зайти посмотреть. Лавочка пристыкована к столбу на домкрате, который стоит. И на столбе белочка, скульптура. Столб сухой, поэтому белка у нас не лопнула, не треснула. Практически идеально сохранилась. Также у нас терраса, про которую я говорил, которую добавили в процессе уже рубки с длинномером наверху. Столбы прорезаны все. Черкесов Сергей постарался с Евгением. Можно сказать, спасли. То есть бревна были подсиневатые уже. Года 3, наверное, лежали, заготовленные. И вот эти как раз синие места были убраны бензопилами, шлифмашинками, шлифованы. И приведены вот в такое состояние. Супер фактура. Заходим в прихожку. Смотрим налево, у нас гостевая, кухонная зона там. Может быть, перегородка будет пополам разделяющая зал. Здесь прихожка, окно.
Наверху балки. Дальше из прихожки идем, попадаем в раздевалку. Раздевалка полностью облафечена. Скрабинг, как мы видим, задавился. Щелей практически нету. Хотя внизу было 1,5 сантиметра в пазах, потом сантиметр. Ну, теперь, как мы видим, все задавилось на чашках. На чашках плотники. Здесь у нас инженерка, теплые полы, горячая холодная вода. Там электрика может быть, вон какие-то шланги там. Все облафечено. Ну и наверху балочки фактурные. На них будет укладываться потолок в стиле Маша и Медведь. Как на медведе щуки у нас на бане. Из толстой доски необрезной широкой. Толщиной 6 сантиметров. Заходим дальше. Идем. Попадаем в мойку. Из раздевалки попадаем в мойку. Здесь у нас тоже часть стен облафечена под кабинку. Также идет разводка. Выходы в септик. Канализация. Вода. Вот здесь у нас все протесано. И также фактурные балки. 2 штуки. Диаметром примерно 45 сантиметров. Оконный проем и дверной проем в парную. По квадратам здесь 2 на 3 примерно в чистоте. Ну так небольшая, в принципе, парная, но несколько человек, человека 3 там могут париться спокойно. Также все балки 2 штуки. Окно. Парная у нас не облафечена. То есть просто все круглое. Без сучков. То есть практически все стены без сучков. Для того, чтобы смола активно не выделялась отсюда, когда будет жара. И из парной идем обратно. Проходим комнаты, помывочная, раздевалка, прихожка. Заходим из прихожки налево, попадаем в большой зал. Зал гостевая, с большими окнами. Справа у нас барная стойка. Заходим. Вот, и здесь вот эта наша косая стена, эксклюзивная. Ну, лось хорошо так треснул, конечно, высох. Хотя бревно было подсушенное, но все равно. И, скорее всего, как я предполагаю, его надо будет зашпаклевать, оттонировать. Сначала шлифануть слегка. Вот, и все, и он уже останется такой навечно. Ну, вот, конечно, дать надо ему еще немножко подождать. Может быть, он еще сильнее, конечно, треснет. Ну, сейчас такая жара стоит, что я думаю, что все, это уже максимум дерево раскрылось. Потому что, как я уже говорил, это бревно бралось подсушенное. То есть оно не в одной канве шло вместе со всеми. Выбиралось специально, где-то лежало года 3. Думали, что оно больше не треснет, а оно вот так вот повело себя. Дальше мы видим барная стойка у нас, облафеченная стена, кухонная зона. Рядом, скорее всего, пойдет перегородка, отделяющая комнату отдыха от столовой, от кухни. И печка будет стоять где-то примерно посередине. Наверху мы видим бревно, вон то выпирающее бревно 2 метра. Это лежанка. Как раньше в старину были полки такие,
куда залазили. В основном пожилые или дети. И отдыхали. Вот примерно по этой же схеме будет и здесь. Вот такое большое пространство. Конечно, оно будет перегорожено потом. 3 больших окна панорамных. Вот, но сейчас, конечно, круто смотрится такой большой зал. Хочется его оставить именно таким. Не перегораживать. Вот отсюда открывается шикарный вид на столб нарезной. 1 и 2. Еще надо будет сделать подсветку грамотную, чтобы это все подсвечивалось. Скульптура, столбы. Входная группа тоже Сапсан. Это уже дальнейшая история. И немножко расскажу про минимизацию углов, торчков вот этих вот, да. То есть еще называют рубка в чистый угол. Допустим, вот здесь вот решил эту проблему следующим образом. То есть мы протесали, облафетили стенку, остатки прирубили в лафетный угол. Там у нас на той стороне тоже облафечено внутри, в помывке и в раздевалке. И здесь у нас выходит 15 сантиметров от стены до края, до торца. Этого хватает для того, чтобы бревно не растрескалось, кусок этот, угол у нас не отпал, не отвалился. Вот, то есть оно держит как бы и стену на прочность, не влияет очень хорошо это для конфигурации, для сруба, для сохранения. Вот, и не мешает, то есть здесь можно придвинуть что-то, приставить, так скажем, вплотную, не будет мешать. То есть оно, если вот так вот смотреть, практически идет за подлицо со стеной. Ну, чуть-чуть выпирает, там, может, сантиметров на 5. Вот относительно вот этих вот закруглений, кругляшов. И еще один немаловажный аспект, это как правильно подобрать скульптуры, куда их расставить правильно, чтобы они заиграли, чтобы все это смотрелось как композиция единая. Вот здесь, например, у нас сейчас получилось удачно, я считаю. Здесь вот Сапсан на входе, внизу белочка и лось. То есть отсюда, с этого ракурса, к примеру, все это читается, все это видно, как одна композиция такая, плюс столбы фактурные. Ведется работа с заказчиком, также с художником, совместно отрабатываем композиции какие-то. Вот, так как у нас дом будет стоять не 1 десяток лет, постоянно надо будет как-то контактировать с этими животными, поэтому подходим к этому щепетильно, торопимся, соответственно, и получаем превосходный результат в итоге. И на этом заканчиваю обзор в Тверской области нашего элитного зимовья. Очередной объект сдан. Ура! Спасибо всем, кто принял участие. И резчикам, и рубщикам, и Сереге Черкесову большое спасибо за фактурные столбы. Работы очень много было проведено. Заказчику отдельное спасибо за данный объект, что дал возможность потрудиться, создать нечто красивое. Надеюсь, дальше у него все получится, сделает кровлю земляную, как он хотел, отшлифует, покроет, облагородит территорию. Ну и, возможно, приедем еще поснимаем. Все, всем удачи, до новых встреч, не прощаюсь.